Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим об изоленте. Наверное, у каждого она есть дома, бывают разных цветов, но бывают такие моменты, когда обычную изоленту очень неудобно использовать и тяжело подлезть ее намотать, заизолировать какое-то электрическое соединение. Вот для этого братья-китайцы придумали вот такую вот жидкую изоленту. Уверен, что большинство из вас, скорее всего, про нее слышали, но также уверен, что многие слышат про жидкую изоленту впервые. Так вот, чтобы это дело исправить, я приобрел себе вот такой вот тюбик жидкой изоленты. Стоит он 125 рублей, на маркетплейсе заказал 125 миллилитров. То есть получается 1 рубль за 1 миллилитр. Но опять же, цены разные, я взял за такую. Итак, давайте же ее откроем и посмотрим, как она работает. Попробуем ее потестировать и сравним, лучше ли она обычной вот такой вот изоленты или хуже. Вот смотрите, она вот такая вот густая, имеет вот такую вот кисточку. Сейчас мы ее маленько разболтаем. Вот. Сразу хочу заметить один минус. Вот этой изолентой мы не испачкаемся, а этой изолентой я уже испачкался. Хорошо, что я одел перчатки. Давайте же попробуем вот этой изолентой заизолировать поврежденный кабель. Ну, к примеру, у меня на паяльнике. Вот. И придать вот этому вот соединению более-менее эстетичный вид. Так как если мы вот такой изолентой заизолируем, то будет некрасиво. А жидкая, если высохнет, то не будет видно вот этого вот повреждения. Скорее всего, внешне будет выглядеть как обычный целый кабель. Сейчас нанесем аккуратненько. Постараюсь аккуратненько это сделать. Маленько много нанес. Ну, ладно, для первого раза пойдет, я думаю. Ну, наносится очень хорошо, без каких-либо трудностей. Все, теперь убираем, ждем, пока она высохнет. В чем плюс еще вот такой изоленты от обычной? То, что с ее помощью можно заизолировать какие-то контакты на электрической плате. Ну, давайте попробуем это сделать. Прям так обильно зальем все это дело. Я так чувствую, что мне пропихнули какую-то старую изоленту, просроченную, потому что кисточка просто дубовая. Ну, в общем, заизолировал я вот эти вот два проводка, куда они подходят, и подождем, пока она высохнет. А затем уже при помощи мультиметра попробуем прозвонить на предмет утечки. Следующее, для чего может пригодиться жидкая изолента, это для электрических скруток, которые в расплет-коробках. Вот сейчас мы оголим и заизолируем ее. Я не профессиональный электрик, поэтому скруток фирменных не умею делать. Делаю обычную, так сказать, плоскогубцами. Ну, чисто в целях эксперимента. Вот, к примеру, вот такая у нас скруточка получилась. Сейчас мы ее макнем. Даже не будем ее мазать, а просто макнем в жидкую изоленту. Все, оставляем сушиться. Также в рамках эксперимента хочу попробовать ее нанести на какую-нибудь гладкую поверхность, ну а затем попробовать ее отодрать и посмотреть ее свойства, насколько она тянется и насколько она вообще прочная сама по себе. Давайте нанесем. Имеет такой специфический запах, но не едкий, не сильный, больше напоминающий какой-то акриловый герметик. Никакого запаха уксуса, как у силиконового герметика, нету. Никакого едкого запаха, похожего на растворитель, тоже эта изолента не имеет. Также хочу попробовать нанести эту жидкую изоленту на самодельную ручку для напильника. Не помню, где его нашел, скорее всего, на пункте приема металлолома. Вот. Ручка металлическая, и неприятно ее держать в руке. Поэтому попробуем ее покрыть вот этим составом. И посмотрим, как он будет себя вести в этом отношении. Можно было бы ее обмотать обычной изолентой, как делают это многие люди. Но сегодня у нас эксперимент. И попробуем в качестве покрытия для ручки вот эту вот жидкую изоленту. Ну а пока вот эта жидкая изолента у меня сохнет, напишите в комментариях, приходилось ли вам раньше пользоваться такой изолентой, пользуетесь ли вы ею сейчас, либо слышите об этой изоленте впервые, напишите об этом обязательно, мне будет интересно почитать, также где вы ее применяли, если у вас был такой опыт. Прошло примерно 15 минут, и сейчас посмотрим на вот эту консистенцию, как она, вот смотрите, чем-то напоминает герметик. Довольно тяжело отдирается, но имеет именно такую вот резинообразную консистенцию, так сказать. Вот так выглядит скруточка. Может ли она заменить обычную изоленту или нет, это большой вопрос. В некоторых случаях, конечно же, да, если мы будем изолировать вот такие места на платах, однозначно да, потому что обычной изолентой это все дело не заизолируешь. Скрутки. Ну, скрутки можно обычной изолентой, либо такой, без разницы. Единственное, если у нас скрутка будет где-то глубоко, и мы не сможем, допустим, подмотать ее как-то, вот тогда да, можно обмазать кисточкой аккуратненько
И все, ну вот она маленько как бы еще не совсем высохла, видите, она пачкает. Но пачкает, я так понял, что какой-то жирный слой сверху появился. То есть это не краска, видите, вот она не пачкает, но почему-то жиром каким-то вот отдает, покрыто все это дело. Ну вот она мягенькая, как получилась вот такая вот как капсулка, вот видите, нажимается все. В общем, чем-то похоже на обычный герметик силиконовый, но не имеет запаха, в отличие от силиконового герметика. А так, в принципе, та же эластичность, вот абсолютно, можно сказать, жидкая резина практически. Что касается использования в качестве материала для покрытия вот таких вот ручек. Ну, получился аналог прорезиненной вот такой вот ручки для напильника. Поинтереснее стало держать в руках. То есть вполне неплохой вариант, кстати. Так ее тоже можно использовать. Довольно она крепкая. Вот смотрите, я тру-тру, и ничего с ней не происходит. Ну и попробуем поломать туда-сюда вот этот вот провод. Вот так выглядит кабель, который я покрыл этой изолентой. Сейчас я взял мультиметр, поставил на режим прозвона. Видите, он работает. Попробуем. Прям нажимаю вот этими вот острыми стержнями. Не прозванивается. То есть нету никакой замкнутости. Вот если смотрите, прозванивается, то вот так не прозванивается. То есть где электрик, эта изолента работает на ура. То есть вот это имеет место быть 100%. Также, я думаю, вот такая вот изоляция тоже имеет место быть. Самое интересное, я хочу попробовать поджечь вот эту вот жидкую изоленту, которая уже высохла. Будет ли она гореть или не будет. Это тоже играет немаловажную роль в изоляции электрических предметов. О, чудо. Вот она загорелась и горит. Но это опять же, если долго воздействовать. И вот у меня зажигалка вот такая вот получается автогеновая. В принципе, неплохо. Неплохо. Я думал, что будет хуже. Попробуем ее теперь снять. Вот она слезла. Вот так вот она тянется. В общем, как-то так, друзья. Пользоваться вот такой жидкой изолентой или не пользоваться, каждый решает сам. Я же ее приобрел первый раз и решил показать, на что она способна и для чего она вообще пригодна, по моему мнению. Обязательно напишите в комментариях, на что еще можно сделать обзор и что будет вам интересно увидеть в следующем видеоролике. Ну а на сегодня все. Желаю всем добра, удачи, успехов. Пока-пока.